Всем здравствуйте! Сегодня покажу вам, как связать вот такую обычную простую сумочку. У меня пряжа Султан Макраме, 100 грамм, буквально такой моточки не очень большие. На сумочку у меня ушло 2 желтых и 2 вот таких вот коричневых цвета. Крючком я буду вязать номер 3. И теперь делаем мы, пряжа у меня не хлопковая, а такой полиэстер, который есть, гладкие шнуры. Набираю, вот первую делаю петельку и набираем 41 петлю. Чем больше вы наберете петель, тем больше у вас будет длина. Тем больше у вас будет длина самой сумочки. Нужно будет обязательно привязать. Ну и сумочка будет большая. Вот таким образом я показываю, как мы ее будем в итоге складывать. А вяжем мы просто прямым полотном, столбиками без накида. Набрала я 40 петель, и вот это одна петля подъема. Теперь дальше во вторую от крючка петлю набираем, делаем столбик без накида, ну и по всей цепочке провязываем по одному столбику без накида. Если хотите, чтобы сумочка шла с узором, сразу можете вязать какой-нибудь узор. В конце делаем одну воздушную петлю и сразу в первую петельку провязываем столбики без накида. У нас ничего не меняется. Вяжем обычный прямоугольник и с самыми обычными столбиками без накида. И первый цвет у меня делает квадрат 26 сантиметров. Приблизительно у меня где-то 42 ряда. И теперь я буду переходить также к коричневому цвету. Будем менять уже на коричневый цвет. Вот такой вот у вас должен получиться, когда складываешь. Теперь смотрите. Здесь в конце я последний ряд до конца не провязываю и ввожу коричневый цвет. Вот так его. У нас заканчивается как раз квадрат. И теперь у нас с нового ряда уже одна воздушная петля. И с нового ряда уже получается идет коричневый цвет нити. Первую петельку также завожу, но до конца не провязываю. И меняю на желтый цвет. Вот так, чтобы у нас получается петля полностью готовая, коричневая. И мы поменяли на желтый цвет. Провязываю пару столбиков. Как бы ниточка желтенькая, мы ее тащим с собой вот таким образом. И убираем ее потом в итоге, чтобы она нам уже не мешала. Ее с собой до конца ряда тащить не надо. Провязали до конца желтым цветом и вернулись к коричневому цвету. 2 петельки мы оставляем для коричневого цвета, а в третью, получается, мы ее полностью не довязываем и вытаскиваем уже коричневый цвет. Мы, получается, поменяли. И теперь последние 2 петли мы провязываем уже с вами коричневым цветом. В каждом рядочке нам нужно будет провязывать плюс 1 петля коричневая. Да? Воздушная петля подъема, разворачиваемся, и получается у нас также первая петля коричневая, вторая петля коричневая и уже третья петля коричневая. Мы ее не довязываем, меняем на желтый цвет, вот, но она у нас все равно третья получается коричневая. Теперь 2 петельки вот так вот провязываем вместе с коричневой нитью, а потом ее убираем и провязываем до конца ряда с желтым. И потом также до коричневого цвета возвращаемся обратно. И таким образом с каждым разом в каждом ряду
по одной петельке мы, получается, провязываем. И у меня тоже квадрат получается из 42 петель, 42 ряда, 26 сантиметров. Вот, если вы так сложили, ну и дальше. Дальше мы начинаем уже вязать полностью просто коричневый цвет. Вот вы полностью ряд провязали коричневый, когда он у вас все вот, да, сложилось, и мы продолжаем вязать просто коричневым цветом. Теперь наше вязание будет складываться. Желтый цвет, допустим, вниз сложили, а коричневый цвет складываем наверх. Вот таким образом. В центре у нас получается квадрат. И теперь мы желтый цвет должны протянуть наверх. Вот таким образом. Смотрите, разворачивается, и у нас получается сумочка. Эту часть мы прошьем, и получается с другой стороны у нас также желтый цвет нам нужно будет прошить. Можете вообще прошить как-то декоративно, можно даже на желтом коричневом прошить, а на коричневым желтым цветом. Теперь показываю, как я вяжу ручку. Делаем вот такую вот одну воздушную петельку, вторую петлю, и теперь в самую первую петлю мы провязываем столбик без накида. Вот таким образом затянулись. Так, делаем накид и разворачиваем боком наше вязание. У нас здесь сверху есть петелька. Вот в эту петельку нам нужно будет завести крючок. Вытаскиваем рабочую нить таким образом и провязываем все вместе. Опять накид. Разворачиваем вязание, и теперь у нас здесь получается уже 2 петли. Мы эти 2 петельки захватываем, вытаскиваем рабочую ниточку через них, вот так, и провязываем все остальные вместе. Накид. Теперь у нас здесь уже 3 петельки. Вы не переживайте, там 4-5 дальше уже не будет, их будет постоянно 3. Вытаскиваем рабочую нить через 3 петли и теперь провязываем эти 3 петли. Таким образом, накид, повернули, и также у нас 3 петельки. Таким образом мы вяжем ручку той длины, которая вам нужна. У меня она примерно 50 сантиметров. Хотите длиннее, хотите меньше. Теперь покажу, как я пришиваю сумочку. Нахожу первую петлю, последнюю я нить не обрывала. Делаем одну воздушную петлю подъема, завожу крючок, где у нас была коричневая нить, вытаскиваю рабочую нить вот таким образом. Теперь с левой стороны завожу крючок, вытаскиваем рабочую нить и ее же протаскиваем через петлю. Получается соединительная такая петелька. С правой стороны заводим крючок, подхватываем нить и как бы провязываем сразу 2 такие петельки, да? Соединяем наше вязание. Таким образом мы вяжем все наше полотно коричневого цвета и потом также провязываем
желтого цвета. И все, и сумочка будет у нас готова. Вовнутрь можно сделать подкладку, пришили ручки и сделали застежку. Застежку можно сделать из большой пуговицы, либо купить готовые всякие ремешочки. Также либо кожаные можно сделать ремешки, либо можно также связать. Вот у меня вот такая вот застежечка. Что непонятно, обязательно спрашивайте, всем отвечу. Ставьте лайки. Всем пока-пока.